Это канал «Тайны счастья». Это я, мастер Ольга. Хочешь узнать тайны? Оставайся с нами. Добрый день, дорогие друзья! С вами я, мастер Ольга. Вы на канале «Тайны счастья». Сегодня сделаем расклад на такой актуальный вопрос, который актуален каждый день. Что он или она обо мне сегодня думают или что чувствуют. Давайте сегодня сделаем, что думают, в конце концов, что чувствуют, спросим завтра. У меня здесь две колоды. Это те, кто приходил ко мне на личные расклады, знают, что это традиционные колоды, которыми я пользуюсь. Мои основные рабочие. Давайте сделаем, пока хочется 4 варианта. Я понимаю, что многим не нравится многовариантность, но я, правда, плохо представляю себе, как сделать без выбора один какой-то вариант. То есть мне это как-то претит. Поэтому сделаем, наверное, 4. Давайте, что он сегодня, он или она сегодня обо мне думают. Вот прям на сегодняшний момент. Что думают обо мне? Вариант номер 1. Вариант номер 2. Вариант номер 3. Вариант номер 4. Вот они. Наши 4 варианта. Может быть, буду уточнять, может быть, нет. Посмотрим позже. Итак, выбрали. Смотрим, что же он сегодня, он или она, ваш партнер, любимый человек, думает о вас. Вариант номер 1. Смотрим. У вас как бы интересная история, да, всего очень много. Но человек не знает, как с этим быть. Вот прям не знает, как с этим быть, что делать. И какая-то такая невероятная запутанность, и нет решения. Нет решения по поводу этого. Что же делать? Условно говоря, что же выбрать? Давайте-ка посмотрим сейчас сначала уточнение вообще, о чем идет речь у нас тут. О чем же у нас тут идет речь? Не знаю сейчас, к кому это относится, либо к вам, либо к партнеру. Человек ничего не слушает, никаких ни слов разума, ничего. И в таком случае с этим человеком довольно сложно. Человек склонен к фантазиям и каким-то таким, знаете, романтическим представлениям в отрыве от реальности. И, честно говоря, сам уже подустал от этого всего. Да, вот в этом смысле я всегда почему и говорю, что лучше реальность такая, какая есть, чем вот это вот путешествие в фантазиях. Так, давайте посмотрим тогда еще. Наверное, что тут может помочь. Вот, как ни странно, магическое вмешательство. Есть такие вещи, как на отрезвление ритуала. Давайте посмотрим, какое вмешательство нам предлагают сделать. Интересно. Сейчас еще посмотрим. Что может помочь? Я думаю, что здесь, наверное, это не последовательность, это разные вариации. Что может помочь? Магическое вмешательство некое. Отъезд. Человеку нужно передохнуть, может быть, от вас, чтобы как-то он, наконец, оценил ваше отсутствие и начал сомневаться в своих каких-то, в своей уверенности. И большая забота. Вот третий вариант сразу можно предположить будет очень трудоемким, потому что человек, похоже, сложный. Вот такие вот есть у вас опции. Так, отложим первый вариант в стороночку. Вариант номер 2. Что человек думает о вас? Вот сейчас, прям в этот момент. Ой, хорошо думает. Дьявол, карта такая прямо крутая. Очень заинтересован. Очень так притянут и заряжен. Первое, правда, что лезет в голову, что в раскладах эта карта часто указывает на наличие допинга еще. Может быть, этот допинг вы. Давайте посмотрим, что же тогда тут у нас. Что ж происходит вообще на самом-то деле? Это классная энергия, магия работает. Это карта маг в этой колоде. То есть все взлетело, что называется. Это хорошо. Второй вариант. Да, пожинаете плоды
Ну, то есть, видимо, если вы делали какие-то ритуалы, то эти ритуалы определенно легли хорошо и результативно на этого человека. Третий вариант. Ну, вот это непростая карта, это дурак в этой колоде, но это про какую-то самодостаточность. То есть вы, похоже, пробили вот такую самодостаточность этого человека, и он сейчас очень в вас заинтересован, потому что дурак в этой колоде это про какую-то, знаете, ну, про то, как человеку хорошо самому с собой. И действительно их втянуть в отношения не так-то просто. Вам это удалось. Это классно. Давайте посмотрим, что нам скажет оракул тайной любви. Ну, просто так, для общего понимания. Что же он нам скажет? Так, манипуляция. Вытащу все 3 карты. Сейчас посмотрим. Выбор. И да. Ну, то есть вам удалось его вытащить. Вот здесь как раз последовательность. Вам удалось человека вытащить из болота, его привычного такого одиночества и, ну, манипулирования партнерами. Вам действительно удалось его заинтересовать. Ну, похоже, все классно тут у вас. Поздравляю. Так, откладываем второй вариант. Оставляем себе побольше места для раскладика. Третий вариант. Что человек думает о вас? Ой, ну тут прям вот прям магия. Прям магия фигачит. Это вот одна из карт в этой колоде, которая говорит о том, что магическое воздействие, ну, прям горит. Классно работает. Давайте посмотрим сейчас уточнение. Что же происходит там у вас такое? Так, вытащу все 3 карты, потом будем анализировать. Ну, похоже, это история про человека, который совершенно был не заинтересован, но вам, опять же, удалось как-то вплеснуть в него энергию. Вплеснуть в энергию, потому что это про какое-то охлаждение чувств. Это просто про усталость каких-то больших таких серьезных попыток. Ну, а это вот она, как видно, этот туз кубков. Энергия прямо вот эта карта часто выпадает на доноров энергии. Все как будто вроде бы неплохо. Нет, сейчас я уточню еще одну. Посмотрю, здесь как-то неясно у вас. Так, и что же? Ну да, то есть у человека есть сомнения, но все же ну, как бы действие производится на него. Действие производится. И смотрите, если посмотреть, вот эта карта лучше этой, потому что это полная хладость и безинтерес. Это сомнение, но тем не менее все же огонь уже горит, магия действует. Давайте здесь спросим, что же тут тогда может помочь. Что ж тут может помочь? Интересно, одиночество. Ага, так. Угу. Что же тут может помочь? Ну, это человек, с которым вы имеете дело, ему, правда, нужно отойти от прошлого. Нужно, правда, отойти от прошлого, чтобы он, наконец, мог перейти к движению к вам. Но это происходит. То есть, в принципе, вам все удается, просто он должен отжить вот это. Оно все еще маячит, понимаете, если бы оно было вот так или вот так, я бы сказала, что, вот видите, что движение идет к проработке. Пока что у нас эта динамика выглядит вот таким вот образом. То есть он двигается, но пережитое все еще его притормаживает. Ну, на это, друзья мои, просто потребуется время. Не волнуйтесь, время проработки пройдет, и, в общем-то, динамика неплохая. Так, откладываем третий вариантик. И смотрим четвертый. Что у нас тут? Что человек о вас думает? Ну, Луна – это такая морочность, морок, иллюзии, фантазии. В принципе, это может быть очень хорошо, а может быть неплохо. Давайте посмотрим уточнение, что такое здесь у вас происходит.
чтобы точно сказать, насколько это хорошо. Что же происходит? Так, повешенный. Ага, магия. Да. Ну, смотрите, да, движение хорошее. То есть это прям новость хорошая, что человек просто... Этот человек, у него какая-то очень сложное внутреннее устройство, какая-то замороченность есть сильно внутри, все как-то с ног на голову поставлено. Та магия, которую вы применяете, делает его более, ну так, бытово доступным. То есть он становится более доступным таким. Видите, здесь просто такой семейный, милый семейный праздник, где все очень просто, но все люди вместе. Это хорошее движение, я считаю, для человека, который вот идет отсюда сюда. Динамика явно положительная. Даже если он в этот момент испытывает какие-то, ну, такие, знаете, фантазии о вас. То есть он скорее представляет вас себе чем-то таким необычным. Движение идет именно к вам навстречу, как к реальному человеку. Давайте посмотрим, что же здесь еще может помочь. Да, такая вот настоящая личная встреча. Видимо, вы, может быть, вы на расстоянии просто находитесь, поэтому не видите друг друга. Может помочь встреча. Ну, вынашивание в данном случае не обязательно про ребенка, да, про беременность. Это в том числе про развитие процесса. Нужно дать процессу развиться. Человек должен перестать бояться. Что может помочь? Как ни странно, здесь совет такой: показывайте себя такой, какая вы есть на самом деле. Кажется, что это страшно, видите, мужчина видит там прям демона, но это не так. Чем дольше мы играем какую-то роль, чем дольше мы носим какую-то маску, даже если вам удастся попасть в отношения, и после этого человек увидит, какая или какой вы человек на самом деле, то, ну, это будет, ну, как так, человек будет огорошен еще сильнее. Ну и, честно говоря, очень тяжело носить маску постоянно. Это невыносимо. Рано или поздно вы ее обязательно уроните. Вот. Вот такой раскладик на сегодня. Всем удачи, всем прекрасного времяпрепровождения.